Привет! Нормально. Все нормально, все нормально. Это видео будет про гаражи. Точнее, не про сами гаражи, а про то, что является гаражами в Сан-Андреасе в понимании самой игры. Разновидностей типа гаража в игре задумывалось больше, чем использовалось в финале игры, но по итогу мы видим в конце только гаражи для сохранения автомобилей, для перекраски, для тюнинга автомобиля, гаражи для установки бомбы с постоянным таймером, воровские гаражи для сбыта награбленного, гаражи, которые используются в миссиях и катсценах, и не до конца понятно как работающие полицейские штрафстоянки. Настоящие гаражи в Сан-Андреасе имеют свой куб площади, который показывает границы территории, куда нужно попасть, чтобы воспользоваться их функциями. Нарушив зону куба, условие не будет выполнено, следовательно и функционал гаража не будет срабатывать. Этот куб состоит из трех координатных точек. Первая точка – это нижний левый передний угол, вторая – это нижний правый передний угол, а третья – это верхний левый задний угол. А эффективность гаража проверяется полной остановкой внутри куба, а также вхождением в радиус срабатывания открытия ворот. И еще, память игры может удержать только 50 гаражей, но в моем списке их 53, поэтому те, которые не считаются игрой гаражами, не имеют координатного куба, но имеют интерьер, который скорее всего создавался, но не получил использования к выпуску игры. Начнем с простых гаражей, где наш герой сможет оставить до 4 транспортных средств любого типа, но не любого размера. Больше 4 хранить нельзя, так как если нарушить это ограничение, все равно в гараже останется 4, а остальные исчезнут без возможности их вернуть. В Сан-Андреасе открытых гаражей нет, а в момент полного закрытия ворот гаража все внутри него исчезает так же мгновенно, как и появляется в момент начала открытия ворот. Сейчас я покажу все существующие гаражи для сохранения автомобилей. Это гараж на Грув-стрит, гараж на пляже Санта-Мария, гараж в Эль-Корона, гараж в Малхолланде, гаражи в Дилимуре и в Паламино-Крик, одна половина гаража в Доерти, гараж на Колтон-Хейтс, гараж в Парадизо, огромный гараж в Хэшбури, гаражи в Форт Карсоне и Вирдент Мидоуз, там же и огромный ангар для авиатранспорта, гараж в Рокшор-Вест, в Ред Санс-Вест, в Вайтвуд Эстейтс и широкий гараж в Прикл-Пайне. Большинство гаражей функционирует нормально, но есть некоторые замечания. Куб зоны действия гаража в Малхолланде в высоту выше, чем сам гараж. Настолько, что это позволяет нам сохранить автомобиль или небольшой вертолет прямо на его крыше. Но если разместить его там, нарушая границы куба, то есть риск этим самым заблокировать закрытие гаража. А закрывается он только тогда, когда игра понимает, что автомобиль находится в гараже полностью, а не наполовину. И неважно, откуда выглядывает непомещающаяся часть транспорта, из выхода или сквозь любую другую вертикальную грань куба. А вот в Форт Карсон наоборот, помещение гаража больше, чем куб его действия. Потому, оставив свое транспортное средство слишком близко к левой стенке гаража, мы рискуем его потерять. По закрытию дверей гаража из-под земли можно заметить, что транспорт в этой зоне не исчезает. Следовательно, он будет считаться игрой как брошенный хозяином, и после перезагрузки игры или удаления игрока от гаража на определенное расстояние попросту задиспавнится. А знали ли вы, что тот самый гараж по соседству через стенку от гаража в Доерти тоже можно использовать для хранения транспорта? Просто по каким-то причинам нас туда не пускают внутрь. Но сохранить там свой транспорт можно, если умудриться его туда просунуть любыми, к сожалению, нечестными методами. Но так как эти два гаража считаются для игры как один, лимит на сохранение до 4 автомобилей действует сразу на оба этих гаража, поэтому более 4 транспортных средств там сохранить не удастся ни с одной, ни с двумя половинами.
В Whitewood Estates зона гаража по размеру совсем немного уступает его модели, потому у нас есть шанс прислониться к левой стенке и увидеть, как гаражная камера нас покидает и возвращается прежний стандартный игровой вид. А в гараже в Колтон Хейтс и вовсе забыли прикрутить традиционную для интерьеров гаражей камеру, поэтому там можно ходить с полным нормальным обзором, не прибегая к принудительному прицеливанию, дабы что-то там разглядеть. То же самое и с гаражом в Эль Корона. А в Диллимуре есть полупрозрачные стекла в окнах гаража, поэтому можно успеть без читов и наклипа узреть момент исчезновения автомобиля после полного закрытия дверей. Или момент появления транспорта, если подойти к гаражу сбоку. Теперь переходим к покрасочным гаражам, где наш герой может поменять цвет транспорта на случайный из доступных и избавиться от звезд розыска при их наличии, что не спасает нас во время попадания в недоступные нам города. Процесс смены цвета транспорта происходит мгновенно, а после чего в помещении перекрасочного гаража срабатывает эффект распыления краски, но это все за считанные секунды в полностью закрытом гараже. Перекраска платная, даже исходя из названия заведения, но, что очень странно, мы не платим за нее, если привозим на покраску автомобиль без повреждений, что чаще всего бывает при повторной перекраске, если не понравился первый цвет. Всего 11 покрасочных мастерских в игре. Это гараж в Айдлвуде, в Темпле, гараж около пляжа Санта-Мария, в Диллимуре, в центре Сан-Фьеро, в районе Джунипер Холлоу, перекрасочная в Эль-Кебрадосе, в Форт Карсоне, в Редсенте, недоступная ПК игрокам перекрасочная около Пилигрима и гараж Мишель, который также имеет функционал обычного пейнт-спрея, с разницей только в том, что доступен он только на протяжении отношений с ней. У него другой текст оповещения о ремонте автомобиля, который нам показывают, даже если привезти целый автомобиль, а также в нем ремонт бесплатный, хоть и требует обязательного присутствия сотки на счету, иначе перекраска не произойдет. Над интерьерами пейнт-спреев хорошо поработали только в Лос-Сантосе, где все три перекрасочных гаража имеют разное оформление. В Лас-Вентурасе, как и в пустыне, все пейнт-спреи имеют интерьер гаража, как в Айдлвуде, а в Сан-Фьеро такой же интерьер, но без коллизии объектов внутри. Но самый ленивый пейнт-спрей все же на пляже Санта-Мария, который не украшен никакими моделями, кроме стен. Толщины ворот у него нет практически совсем, и это очень заметно. Да, еще и не затекстуренные стены по бокам от входа, как и незатекстуренный потолок. Касательно нерабочего пейнт-спрея в Лас-Вентурасе около Пилигрима, на самом деле он работает, просто на ПК-версии игры его ворота всегда закрыты. На радаре он не обозначен, а также в нем отсутствует привычная нам гаражная камера с отдалением. Попав внутрь каким-либо способом, нам перекрасят транспорт точно так же, как и в любой другой перекрасочный. Но из-за отсутствия принудительного отдаления камеры можно увидеть тот самый момент смены цвета автомобиля. Кубы площади перекрасочных гаражей расположены везде правильно. Невозможно выйти из куба, не выйдя из гаража, так же как и невозможно перекрасить автомобиль, находясь вне гаража, сбоку, сверху или снизу. Перейдем к разделу гаражей для тюнинга автомобиля. Их всего 5. Это мастерская тюнинга лоурайдеров в Виллоуфилде, трансфендер в Темпле, трансфендер по соседству с автосалоном Von Cars, колеса Архангелов в Ocean Flats и трансфендер в районе казино Камелат.
На первый взгляд нельзя сказать, что трансфендеры деградируют с каждым следующим, так как тюнинг-гараж из Сан-Фьеро довольно-таки детальный по сравнению с гаражом в Лос-Сантосе, который сначала покажется скромным помещением с кирпичными стенами и высоким потолком. Но куб гаражной зоны в трансфендере Лос-Сантоса имеет невероятно большие размеры, что заставило меня поинтересоваться, почему это так. И да, как оказалось, все, что находится правее тюнинг-гаража, это тоже пространство трансфендера, похожее на большой ангар с такой же кирпичной текстурой стен и таким же наклонным потолком. Но еще он разделен на две длинные комнаты, между которыми явно специально был оставлен проход. Также в нем присутствует место для ямы под ремонт автомобилей, встав в которую мы покинем куб присутствия в зоне гаража, и игра нам вернет нормальный игровой вид от третьего лица. Из этой ямы CJ без проблем сможет выпрыгнуть, особенно если будет худым. В самом краю помещения также территория гаража заканчивается, и мы можем выйти из зоны действия специальной камеры. Такая планировка большого интерьера трансфендера никак не укладывается с его фактическим интерьером, который мы видим в процессе тюнинга. Я полагаю, что у разработчиков была мысль сделать тюнинг-гараж во внешнем игровом мире, не перенося нас в интерьер. Но когда поняли, что это не получается, то сделали большой павильон, который мы видим не полностью из-за фиксированного положения камеры. А все трансфендеры максимально упростили, определив для них небольшие гаражи. В Сан-Фьеро гараж для тюнинга имеет некоторые объекты внутри, а также малозаметную нишу, куда можно свободно попасть как пешком, так и на небольшом транспорте. Зачем эта ниша создавалась, неизвестно, но коллизия в ней отличная, хоть и куб территории гаража там заканчивается, из-за чего, находясь там, мы получаем привычный нам игровой вид на персонажа. Такая же зона вне территории гаража ждет нас, если войти в гараж и идти прямо до предела. А в Лас-Вентурасе трансфендер самый неинтересный, и выглядит он как обычный пустой гараж, который явно делался последним из трех таких гаражей для тюнинга. Гараж Local Lowrider Company также ничем нас не удивит, как и трансфендер Лас-Вентураса, и его территория подобна гаражу для хранения автомобилей, даже несмотря на прилегающую небольшую комнату, которая видна внешне, но не имеет никакой визуальной связи в интерьере гаража. А колеса Архангелов в Сан-Фьеро это хорошее подобие трансфендера оттуда же, но коллизия не позволит нам попасть в ранее упомянутый коридор сбоку, который в этот раз находится с противоположной стороны. Но нарушить территорию куба внутри гаража все равно можно, дойдя до конца гаража прямо. Следующий тип гаражей это воровские гаражи, среди которых только один мы принудительно встречаем с райдером в Home Invasion. Такие гаражи, помимо этого события, нужны игроку на дополнительной миссии грабежа и предназначены для итогового сбыта награбленной бытовой техники за ночь. Таких гаражей всего 3, по одному в каждом городе. Первый это гараж Элби в Севиле. Второй это гараж склада Гарри Пламс, а третий это безымянный гараж в Пилигриме. Первый расположен одним блоком с соседними гаражами, но если заглянуть из-под земли, то видно, что все эти гаражи это всего лишь декорации по сравнению с ним, и он единственный имеет интерьер. Гараж для сбыта награбленного в Сан-Фьеро это небольшое складское здание, в помещении которого правая часть это и есть гараж с работающими воротами. Куб территории гаража не дотягивает до конца его периметра настолько много, что можно покинуть зону специальной камеры, даже находясь в автомобиле. А про вторую половину этого здания у меня есть отдельное подробное видео. Ну а третий воровской гараж больше предыдущих по размеру, но кроме этого ничего интересного. Во время миссии грабителя открывается только тот гараж, в городе которого мы находимся на момент начала работы. Но если приехать в другой город и украсть там хотя бы один предмет, нам откроется гараж из этого города, а из прежнего наоборот закроется, даже если в автомобиле предметы с обоих городов. И при таких манипуляциях можно вызвать баг, при котором маркер на карте будет указывать, что надо ехать в гараж предыдущего города,
Хотя на самом деле открытым является только гараж в городе, где мы украли последний предмет. Переходим к гаражам, в которых можно установить взрывчатку на свой автомобиль, и их тоже 3. Первый находится прямо напротив Unity Station в Лос-Сантосе, второй в деловом центре в Сан-Фьеро и третий в Red Sands East в Лас-Вентурасе. Все 3 гаража имеют одинаковый интерьер, но с некоторыми исключениями. В Лос-Сантосе гараж с выключенным светом. В Сан-Фьеро свет горит и лампы светят разными цветами. А в Лас-Вентурасе это просто черная дыра, в которой без прибора ночного видения ничего толком не разобрать. И да, в отличие от первого и третьего гаража, гараж в Сан-Фьеро не работает. По грустному стечению обстоятельств он не вписывается в максимум количество рабочих гаражей в игре, которых может быть не более чем 50. Поэтому у него нет ни имени, ни территориального куба, ни функционала открытия ворот, из-за чего, встретив его во время миссии от Вузи, игра нас телепортирует в него, а затем с таким же успехом телепортирует обратно к дороге, так ни разу и не открыв ворота, которые в других таких гаражах открыты постоянно, независимо от того, на чем мы приехали и сколько у нас денег. А гараж в Лас-Вентурасе примечателен тем, что он имеет 2 въезда, ворота которых закрываются автоматически в момент пользования его услугами. А с какой стороны въезжать или выезжать, это не играет никакой роли. Камера все равно будет смотреть на гараж со двора. Дальше будет интереснее. Еще один тип гаражей – это гаражи, предназначенные для использования в миссиях или катсценах. В иных случаях они недоступны игроку ни при каких условиях, будь то определенный тип автомобиля или конкретный этап прохождения сюжета. Это гараж Свита, гараж из миссии Life's a Beach в Коммерсе, гараж из миссии Los Desperados в Эль Корона. Там же гараж Цезаря, гараж при амунации из миссии Puncture Wounds в Angel Pine, главное помещение автомастерской в Дуэрте, гараж в Узи, гараж из миссии Run for Live Esplanade North, гараж из миссии T-Bone Mendes в Ocean Flat и гараж Торино из миссии Interdiction в Bone County. Первый, мало того, что не зарегистрированный, так еще и не упоминаемый на GTA ресурсах гараж Свита, который, естественно, не имеет куба периметра, изменения камеры и доступа внутрь. Но зато гараж имеет уникальные, не повторяющиеся нигде ворота, а внутреннее пространство гаража выглядит так же, как и в гараже дома Джонсонов. Насколько я знаю, нет ни единой миссии или катсцены, где бы этот гараж открывался. В следующий гараж из этого списка мы привозим звуковое оборудование в автомобиле Пони. Еще один гараж в Лос-Сантосе открывается нам во время войны с Вагосами, откуда подстреливают союзника Цезаря, что является неизбежным этапом. В нем внутри есть подъем по ступенькам на выход из гаража, который точно соответствует расположению двери с другой стороны. Возможно, миссия Los Desperados задумывалась немного интереснее, с возможностью выйти во дворы домов через этот гараж или наоборот. А еще над воротами гаража стена с односторонней текстурой, потому, находясь внутри, мы видим через нее окружающий мир. Следующий гараж во дворе дома Цезаря. Внутри него есть не уникальная для Сан-Андреаса граффити, а еще дальняя треть площади гаража нам недоступна. Хотя с кубом периметра гаража все в порядке. Как гласит GTA Wiki и не только, это гараж из миссии Цезарь Виалпандо. Хотя никоим образом этот гараж в данной миссии не участвует, так как мы на этом этапе игры и понятия не имеем, что Цезарь живет именно там. Учитывая, что в коротком имени присутствует слово мод, если у вас есть какие-либо предположения, где мог быть задействован этот гараж, напишите свои догадки в комментариях. Далее гараж амунации, над которым я долго ломал голову, прикидывая различные небылицы о вырезанных миссиях ограбления оружейного магазина, или наоборот, экспортирование оружия за денежное вознаграждение. Но, как оказалось, этот гараж существует только лишь для того, чтобы в него единожды от нас спряталась та самая девушка из Puncture Wounds,
которую не догнал Цезарь. Но так как мы выполняли или проваливали эту миссию намного раньше, чем она смогла бы добраться до Энджел Пайна, никто не обращал внимания, есть ли в ее маршруте конечный пункт. Въезд имеет текстуру битых крашенных ворот из двух створок, которая встречалась в предыдущих частях GTA, и странно было наблюдать, как такие створчатые ворота открываются в потолок гаража. Главная автомастерская Доерти также считается как традиционный гараж, но имеет много проблемных моментов, из-за которых, наверное, куда проще этот гараж было бы сделать не интерьерным, да и вовсе не гаражом, а помещением с меняющейся позицией ворот во время катсцен. Сейчас попробую объяснить почему. Мастерская в Доерти – это гараж, который имеет свой куб периметра гаража, а также изменение вида камеры при попадании на его территорию. Но эта камера так и не будет нами задействована, потому что в честной игре мы в этот квадрат не попадаем физически, так как гараж Доерти для нас постоянно закрыт. Но другая камера установлена внутри гаража и смотрит на нас, словно камера видеонаблюдения, постоянно поворачиваясь в нашу сторону. Что немного в новинку после множества гаражей с привычной камерой, которая отдаляется с видом на открытые гаражные ворота. И то, что она следящая, нам почти незаметно. Во всех интерьерных мирах присутствует фейковый гараж Доерти, который еще и имеет одни открытые ворота, что дает нам возможность попасть внутрь. А в первом интерьерном мире и вовсе можно исследовать катсценный интерьер этого помещения, но придется смириться с видом с камеры наблюдения. Подойдя к воротам, которые находятся в углу помещения, мы можем покинуть куб периметра гаража, уткнувшись в них персонажем. Но там есть вероятность немного зависнуть по колено под землей. А еще камера также перестанет работать, если упасть в яму для ремонта автомобилей. В нулевом интерьерном мире все ворота гаража закрыты, а внутри него ничего нет, хотя коллизия объектов идентична остальным мирам. Можно также провалиться в невидимую яму для ремонта, а еще на ощупь пойти в невидимую комнату без двери. Внутри помещения в таком случае не видно ничего, кроме всех трех ворот. А в любом другом интерьерном мире от 2 до 18 внутрянка гаража — это пустое здание с невидимыми стенами и воротами. Следующий на очереди гараж в УЗИ, в котором куб определения его территории по высоте намного больше физического варианта как над, так и под ним. Если бы это был гараж для сохранения автомобилей, теоретически можно было бы хранить автомобили на его крыше. Но обращали ли вы внимание на то, что этот гараж вообще никогда не использовался игрой как по сюжету, так и в свободной игре? Если вы все же заметили, что он где-либо задействовался игрой, оповестите меня об этом. По-моему, все миссии у ВУЗи прекрасно обходились без этого гаража, и даже джип-приманку из миссии Люр мы получаем просто с дороги, хотя этот гараж совсем недалеко от нас. Далее идет безымянный гараж в Esplanade North по соседству с Пирсом 69, куда мы привозим автомобиль Манана в конце миссии Ранфали. Но этому гаражу также не посчастливилось вписаться в допустимое количество гаражей в игре, поэтому у него нет имени, нет куба периметра активной зоны гаража, да и вообще, наверное, вы не знали, что этого гаража и вовсе не существует в том месте, куда мы привезли Манану. На самом деле он находится в соседнем строении, и действительно ли разработчики попутали вход или разместили точку назначения для нас специально неправильно, с поправкой на то, что мы все равно внутрь гаража не попадаем, это нам вряд ли станет известно. Напоминаю, что контакта ни с воротами существующего, ни с воротами ошибочного гаража у нас по сюжету не происходит. CJ привозит автомобиль на точку, экран темнеет и все, миссия выполнена. Интерьер гаража кажется довольно большим, но на самом деле ширина доступного пространства в нем равна ширине ворот для въезда. Еще один гараж у нас в районе Ocean Flats,
куда байкеры привозят товар, если слишком тянуть во время миссии T-Bone Mendez. В принципе, для этого он и был создан, поэтому и до, и после такого случая этот гараж нам не откроется ни при каких условиях. Еще есть сюжетный гараж у нас из миссии Interdiction, куда мы приносим посылку, принятую с вертолета. Гараж нам открывается независимо от того, находимся мы в транспорте или пешком, а после прибытия внутрь его ворота даже не успевают полностью закрыться, как мы оказываемся вне его периметра с выполненной миссией. Вот собственно и все. И оставшиеся неупомянутые гаражи — это 3 полицейских штрафных площадки для утерянных автомобилей, а также ангар для пассажирского самолета в аэропорту Лас-Вентураса. С ангаром все более-менее понятно, он нам не принадлежит, поэтому хранить там свой транспорт нельзя, но зато открывается он нам еще с самого начала игры, как и сам самолет АТ-400, в тех случаях, когда он там появился. Этот гараж делался специально под высоту входа в пассажирский самолет, потому, наверное, это единственное место, где в него герой может спокойно сесть без различных сложных манипуляций. Этот ангар самый большой и единственный, где открытие ворот производится сверху вниз. А вот касательно штрафстоянок, тут не все слишком просто. Единственное, что я узнал, это то, что на территории штрафстоянки появляются до 3 транспортных средств, которыми мы пользовались до того, как нас арестовали. То есть, после нашего появления около полицейского участка, если спуститься на подземную парковку полиции, то в определенном месте будут появляться именно автомобили нашего пользования, хотя иногда там есть и посторонние. И что удивительно, там можно поставить свой автомобиль самому, и он будет сохранен до момента, пока новые штрафные автомобили не вытеснят его, появляясь после ареста или еще при каких-то до сих пор непонятных мне условиях. Ворота гаража открываются для полицейских автомобилей в обе стороны. А чтобы забрать свой автомобиль с штрафстоянки, ворота откроются только для выезда наружу, после чего заехать обратно через них на обычном транспорте не выйдет. А в целом парковка под полицейскими участками настолько огромная, что можно отдалиться на расстояние, при котором все автомобили с штрафплощадки исчезнут, после чего можно заново их заспавнить, приблизившись к парковке, тем самым проверив работоспособность гаража на факт сохранения транспорта. А еще Impound тесно связан с миссиями как сюжетными, так и побочными. Например, если начать миссию сутенера за мойкой автомобилей в Лос-Сантосе, то автомобиль, на котором мы приехали, чтобы пересесть в Бродвей, исчезнет у нас на глазах, сразу после нажатия кнопки активации подмиссии. И в тот же миг он появится на штрафстоянке текущего города. Штрафстоянка вполне может сохранить вертолеты и самолеты, среди которых некоторые будут моментально взрываться из-за нехватки места на парковке. В случае, когда слоты штрафстоянки занимают громоздкий транспорт, это может спровоцировать взрыв без нашего участия. Но стоит не забывать, что автомобили на штрафстоянке появляются только после того, как мы входим в определенную зону вокруг этой площадки. Почитав неиспользованные текстовые вставки из невыпущенной миссии Impounded, можно заметить некоторые инструкции по принципу работы таких штрафстоянок. Из незарегистрированных игрой гаражей можно вспомнить еще такие, как гараж Смоука с супертонкими воротами, гараж, где прятали зеленую саблю из одноименной миссии, внутри которого нет коллизии поверхностей, или же гараж Казино 4 драконов из миссии Fender Ketchup или Architectural Espionage, где ворота открываются строго вверх. Еще есть вечно открытые гаражи чужих жилых домов и предприятий, но в одиночной игре они тем более нашему игроку ничем не помогут. Такие вот дела. Прошу поставить лайк всех, кому понравилось это видео, или же, если есть чем его дополнить, не стесняйтесь писать комментарии со своими предположениями и догадками. Возможно, коллективным трудом некоторые ответы мы сможем получить намного быстрее.
Всем пока и до новых встреч!